Приветствую, друзья! Сегодня я хочу рассказать о довольно любопытном Hi-Fi аудиоплеере от в свое время нашумевшего бренда Aiga. Называется модель Eros H05. И в отличие от всего остального, что сегодня нам предлагает данная компания, базируется она на полноценном выделенном чипе ESS ES9038Q2M, имеет 4-дюймовый IPS-экран, батарею на 3000 мАч и до 450 мВт мощности на 32 Ом нагрузки. Это на балансном 2,5 мм выходе. Также тут имеется поддержка как PCM, так и DSD формата. В общем, заряжен аппарат реально по-взрослому. Отчего при цене в $164 вызывает просто адский интерес. Вот его мы сегодня с вами подробненько и рассмотрим. Собственно, поехали. Пришел аппарат в небольшой такой картонной коробке с изображением устройства и полным списком достоинств на обратной стороне. В комплект нам положили небольшую, но очень подробную инструкцию по эксплуатации на китайском языке и столь же короткий USB Type-C кабель. Выглядит аппарат, конечно, гораздо дороже $160. Вся передняя часть отдана под большой 4-дюймовый IPS-дисплей с очень приличными углами обзора. Экран большой, яркий, но, к сожалению, друзья, не сенсорный. Для управления выделены 5 сенсорных кнопок под ним. Это меню, возврат, вперед, назад и ОК. Нажатие любой из них вызывает сенсорный отклик, то есть внутри корпуса стоит вибромотор, как на смартфонах. В руку аппарат ложится вполне уверенно, а на стекло с завода была наклеена пленка, которая за 3-4 месяца использования у меня покрылась мелкими царапками, и я ее снял. Как в этом плане само стекло, друзья, пока еще проверить не удалось. Сзади у нас, похоже, тоже стекло и тоже было прикрыто защитной пленкой. Сюда нам нанесли какие-то иероглифы, абстрактный рисунок и адрес официального сайта компании. Все же остальные части корпуса выполнены исключительно из металла, что, как говорится, внушает уважение. Левую грань нам оставили вообще без каких-либо функциональных элементов, зато на правую определили кнопку включения, постоянно горящий синим светодиод и 3 клавиши управления. Вперед, пауза, назад. Чтобы можно было управлять музыкой, не извлекая плеер из кармана, да, как в старые добрые времена. Снизу установлен Type-C порт и слот для карт памяти. Проверял до 256 гигабайт включительно. Все отлично работает. А сверху имеем горизонтальный регулятор уровня от компании Alps и 2 выхода на наушники. Классический 3,5 и балансный на 2,5 мм. Ход у регулятора плавный, с легкими такими механическими щелчками. К управляющим элементам у меня вообще нет вопросов. Все работает, друзья, как часы. Громкости здесь тоже с огромным запасом. Только подумайте, 125 мВт на 3,5 мм выходе и до 450 мВт на балансе. Этого вполне достаточно, чтобы раскачать большинство даже очень тугих полноразмерных наушников. Слушал же я в среднем где-то на 36 пунктах из 100 возможных. Сами понимаете, размах. Ну и для удобства нам сделали еще 2 режима усиления. Это низкий и высокий. По железу аппарат может похвалиться фирменным преобразователем от ESS, это ES9038Q2M, который реализует PCM до 24 бит 192 кГц и DSD до DSD 128. Впрочем, при подключении к компьютеру в режиме ЦАП DAC определяет возможность воспроизведения до 24 бит 352,8 кГц, что чуть выше заявленного. Однако именно с режимом USB DAC я встретил первые странности. На официальном сайте можно найти соответствующий драйвер, который, к моему изумлению, не имеет соответствующей подписи. Для того, чтобы установить его на Windows 10, нужно отключить в режиме безопасности этот самый режим. Следовательно, по факту мы имеем только автоматическое определение Windows 10. Попытка отключить проверку подписи из реестра у меня ни к чему не привела. В процессе установки я всегда получаю ошибку. Так что режим ЦАПа у плеера есть, доступен и прекрасно работает, но только лишь через WhatsApp. Аккумулятор на 3000 плееру хватает примерно на 10 часов активного использования. Для усиления в полватта на канал это, на мой взгляд, вполне приличное значение. Пробовал подключать аппарат к смартфону в виде внешнего ЦАПа. Тот его определяет, но тут же теряет связь. Так что в виде звуковой карты использовать герой обзора можно только лишь с компьютерами. Использовать же Eros H05 в качестве цифрового источника вообще не получится. Такой функции он просто не поддерживает. Как и всяких Bluetooth и Wi-Fi, только файлы, только хардкор.
Интерфейс здесь вполне стандартный. В верхней строке находится активный уровень громкости, время и состояние аккумулятора. Основное же меню состоит из плейлистов, избранного, файловой медиатеки, настроек воспроизведения и системных настроек. Плейлистами избранным я особо не пользуюсь, оттого захожу в файловый браузер и, как говорится, вперед. Шрифты тут абсолютно нормальные, за исключением русского, который моношерийный, то есть между буквами имеется пространство. Картинки аппарат отображает, кнопка ОК дублирует паузу, а сенсорные вперед-назад повторяют физические кнопки перемотки. При нажатии включается следующая или предыдущая композиция, но если держим, то получается сама перемотка. На экране нам отображается текущий формат и, соответственно, положение прогресса. При нажатии на кнопку меню можно поменять последовательность воспроизведения, добавить файл в избранное, добавить в плейлист, посмотреть информацию, ну или удалить эту композицию совсем. В настройках воспроизведения можно также поменять последовательность, переключить 3,5 мм выход с наушников на линейный, выбрать один из пресетов 10-полосного эквалайзера, ну или накрутить свой, переключить режим работы усилителя, компенсацию громкости для DSD, настроить баланс, выбрать один из 6 цифровых фильтров, установить максимум цифрового потока, громкость по умолчанию, гэплес и что запоминать при включении плеера, трек или непосредственно место в нем. Как видите, только самые необходимые пункты. В системных настройках можно выбрать язык, тип сканирования медиатеки, стиль заглавного экрана, шрифты, скринсейвер, кнопку пробуждения, подсветку и ее время, различные таймеры, как будем подключаться по USB к компьютеру в виде ЦАП или как флешка, обновление и сброс настроек до заводских. QI аппарат читает без проблем, Hi-Res и DSD тоже, только ISO у меня не распознал, а так вот, друзья, все запустилось. Замеры на 24 бита, 96 кГц и максимальной громкости показали все пункты в состоянии отлично, ну разве что кроме кривой АЧХ, имеющей вполне допустимое отклонение на 0,2 дБ на частоте в 20 кГц. В остальном же какой-то просто запредельный уровень шума, отличный динамический диапазон и все виды искажений ниже уровня минус 110 дБ, что для моего измерительного стенда практически предел. То есть на самом деле все может оказаться даже еще лучше. И это все на максимальной громкости с обычного выхода 3,5 мм. С баланса, наверное, тут вообще что-то запредельное. Что сказать, технически очень грамотно выполненное устройство, хотя другого от Aiga и не ожидалось. Они уже 20 лет выпускают плееры, в том числе и аудиофилского уровня. Для оценки звучания сначала грубо сравню его со всем, что у меня оказалось под рукой. В частности, у меня есть еще прекрасный малютка HiBear 2 стоимостью чуть более $100 и тройка ЦАПов Shanling UA1 Pro, Audirect Atom 2 и Shanling A5. Для начала у R2 против героя нашего обзора практически без шансов. Уровень заметно ниже. Хотя то и понятно, там Bluetooth, Wi-Fi, сенсорные экраны, до блеска вылизанный софт. Оттого разница, на мой взгляд, просто очевидна. И если же к R2 подсоединить UA1 или Atom 2, то уровни мгновенно сравняются. То есть суммарно R2 и какой-нибудь свисток в районе $60 будет играть в уровень с Eros H05. А это очень высокая похвала, так как тот же самый смартфон с указанными ЦАПами делает покупку R2 сомнительной, а вот Eros уже так просто не обойти. В сравнении же героя обзора против A5 у Aiga вообще, на мой взгляд, ни единого шанса. Да, H05 звучит чуть резче, техничнее, я бы даже сказал детальнее, но опять по балансу сильно превосходит его естественностью, качеством проработки и глубиной музыкальных образов. Eros, конечно, хорошо играет, но он более нейтральный и прямой. Хотя в плане артикуляции вокала он, без сомнения, чуть впереди. Неплохо тут организована и прорисовка текстуры, общая динамика. Но данный факт касается больше балансного выхода, поскольку с 3,5 мм Aiga играет заметно мягче и теплее. А вот при переходе на 2,5 мм все атаки ускоряются, и само звучание получает хороший буст в детализацию, чистоту и техничность. Словно в оптике нам наконец навели резкость, и легкий аналоговый туман переходит в четкие контуры музыкального полотна. Так что 3,5 мм разъем здесь без сомнения полезен, но музыку лучше слушать именно с балансного. Низкие частоты тут глубокие и
текстурный, серединка обладает легким оттенком нейтральности, поскольку выразительности передачи эмоций на просто превосходном уровне, то есть ни много и ни мало. Такой очень натуральный баланс. Поддержка всяких Hi-Res и DSD форматов здесь тоже присутствует далеко не для галочки. Эрос действительно умеет их неплохо так отыграть, что для бюджетного сегмента очень большая редкость. Высокие, как и в А5, не стали выводить на передний план или как-то искусственно подсвечивать. Оттого аппарат очень щадяще относится ко всякой грязи и искажениям данного диапазона. При этом все нюансы, буквально, друзья, как на ладони. Оттого, на мой взгляд, и чувствуется в звуке эдакий налет музыкальности. Плеер скорее певучий, чем сухой и аналитичный. Но разве что на фоне А5, у которого все эти особенности еще сильнее выражены, он кажется резким, но то лишь на фоне. По стилистике H05 можно использовать с чем угодно, от сложного инструментального джаза до скоростной тяжелой музыки, и везде аппарат покажет себя с очень достойной стороны. По крайней мере, для $160 такой уровень реально удивляет. Прекрасная прорисовка текстур, мелодичность и передача непосредственно музыкального пространства. И если с 3,5 мм еще можно получить какой-то там легкий смаз, то на балансе все инструменты имеют четкое разделение и хорошо очерченные границы. Еще раз, это не убийца всего на свете, так как плеер явно проигрывает ЦАПу из этой же ценовой категории. Однако, если вы хотите отдельное устройство в старом добром стиле, без андроида и стримингов, то Эрос H05 это как раз то, что вы искали. Звучит он точно дороже своей цены. Однако, если вы не гнушаетесь связок, то, как говорится, есть и другие варианты. Из наушников пробовал девайс вместе с BQS Otem, Kinera Sculpt 7 Гц и многими другими. И если Kinera для данного плеера явно избыточный, он их просто не раскроет, то с Otem, Kato, Aurora и Timeless устройство справляется довольно-таки успешно. В первом случае отлично подчеркивая пространство и глубину тембров, а во втором всевозможные шлейфы и затухания. Сцену аппарат также прекрасно рисует, причем как в ширину, друзья, так и в глубину, тщательно разделяя планы и контролируя общий баланс частот, что делает модель применимой не только для акустически простых стилей, но и для оркестровой и другой академической музыки. Да, не идеально, но идеал искать в бюджетном сегменте было бы чересчур наивно. А так, мое почтение. Итогом, Hi-Fi аудиоплеер AIGA Эрос H05 меня очень порадовал качественными компонентами, уровнем сборки и большим 4-дюймовым IPS-экраном. Аппарат поддерживает почти все современные форматы, включая Hi-Res, DSD и DXD. Может работать как USB-ЦАП и имеет целых два выхода. Обычный с мощностью до 125 мВт на канал и балансный до 450 мВт на 32 Ома нагрузки, чего реально с избытком абсолютно для любых наушников. В минусы вынесу несенсорный дисплей, проблемы с драйверами Windows и отсутствие всяких плюшек типа стриминга, Bluetooth и возможности выступать в качестве цифрового источника. В остальном же у девайса одни только плюсы. По подаче с 3,5 мм выхода звук теплый и скорее музыкальный, а вот по балансу все уже куда серьезнее, четкий, с отличными атаками и при этом достаточно мелодичный и выразительный. Отдельно хочется отметить уровень артикуляции вокала и разделения планов, что в данном сегменте довольно-таки большая редкость. На мой субъективный взгляд, Эрос H05 звучит заметно дороже, чем стоит, и только лишь ЦАПы из этой же ценовой категории способны составить ему хоть какую-то конкуренцию. Мы помним, что обычно ЦАП заметно переигрывает плеер в этой же цене, поскольку последний технически сложнее, и дороже в производстве. Так что AIGA нам очередной раз доказала, что плееры вполне способны показать класс, невзирая на ценовую нишу и всеобщую популярность мобильных ЦАПов. Молодцы, с удовольствием гоняю Эрос H05 уже, наверное, полгода, и нареканий к нему вообще нет, разве что всякие хотелки. А на этом у меня все. Это был Hi-Fi аудиоплеер AIGA Эрос H05. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.